Ребята, всем привет! Я хочу пробежаться по основным моментам и рассказать о нашем путешествии, трехнедельном путешествии в зону отчуждения и Припять. Я не буду касаться начала путешествия, потому что его вы увидите совсем скоро. То есть оно выйдет буквально через несколько дней. Я думаю, в пятницу и в субботу будет 2 видео, и мы начнем погружение в этот новый трип. Новые видео начнут выходить в пятницу и в субботу. Но дело в том, что видео, как мы выходим из зоны отчуждения, оно, по логике вещей, да, оно будет еще не скоро. А эмоции, они, понимаете, они слишком свежие. И хотелось бы сейчас коснуться некоторых моментов, которые приключились с нами, когда мы выходили оттуда. Для начала я хотел бы рассказать о тех трудностях вообще и тех особенностях, которые мы встретили, находясь в зоне отчуждения так долго, потому что 20 дней, 20 дней, это немалый срок. Во-первых, здоровье. Значит, первое, что я хотел бы отметить, это, наверное, насекомые. Насекомых масса. Причем мы заходили в середине июня, и в середине июня еще высокая вода, есть болото и огромное количество комаров. Мошки, гнуса, слепни, эта вся история, их просто невероятное количество. И, следовательно, это отражается напрямую на тебе. Во что превратились там части наших тел, вы можете увидеть прямо сейчас. Это было на болоте. То есть мы проходили болото, часть болота, она высохла, большая часть, но было несколько существенных затоплений, и там пришлось обходить через лес. И количество комаров, я, наверное, не преувеличу, если скажу, что я, наверное, в жизни такое количество комаров видел всего пару раз. Может быть, раза 2-3. Их просто столько, они облепляют тебя слоем. И ты снимаешь на одежде. И ты проводишь рукой по одежде. И там, остается просто рука вся в этих комарах, скажем так. Простите за тавтологию. Я сижу до сих пор, я весь чешусь. Я чешусь, и на протяжении всего путешествия их было много. В Припяти их было тоже невероятное количество, очень много их. Когда мы ехали обратно, уже стало поменьше, стало полегче. Но надо понимать, что психологически, постоянное такое ограничение, на меня, в общем, это оказывало влияние, да и на Лену тоже. То есть, когда тебя постоянно кусает, ты постоянно чешешься, ты весь в этих каких-то волдырях, прыщах. Причем мы брали с собой средства от комаров, пользовались им, конечно, но ты не можешь полностью все тело им покрыть. И ходить так круглосуточно, это тоже не получается. Но максимум там лицо, руки, в какие-то критические моменты, например, на закате, ты идешь домой, да, там ты целый день гулял по Припяти, и ты идешь домой. И ты пользуешься, чтобы дойти, потому что если ты не пользуешься, за тобой летит туча просто этих, всевозможных насекомых. И это очень напряжно, это действительно оказывает влияние, поэтому в июле месяце такого нет. Кроме того, клещи. Меня укусил боррелиозный клещ. И, скажу вам, что антибиотики, мне писали там под видео про медикаменты, что там лишний вес. Брать там те с собой таблетки или иные таблетки. На самом деле, как показывает практика, это лишний вес только когда ничего не происходит с тобой. А когда с тобой что-то происходит, это оказывается вообще не лишний вес. Это оказывается очень нужный вес. Если его у тебя нет, то ты можешь встрять крепко. И у меня с собой были антибиотики нескольких типов. И я сразу же начал пить. То есть я его вырезал ножом. Там как получилось? Этот клещ, он какое-то время уже был, и он начал надуваться. То есть он начал уже пить кровь. Я его начал выкручивать. Я из себя выкручивал и из других людей, из животных. Просто очень много клещей разнообразного размера, вида и формы. Но когда он начинает пить, то ты, когда выкручиваешь, ты ему давишь его, жопку, короче.
пузырек этот с кровью. Ты его давишь автоматически, так иначе не получится. Вот. И как бы от этого он начал заползать внутрь, естественно. И поэтому полностью его вынуть не удалось, голова осталась внутри. То есть полтела я ему оторвал все-таки. То есть он помер, но остался внутри меня. Пришлось там часть вырезать, ну так, вырезать, не прям там проводить операцию со скальпелем, но чуть-чуть поковыряться ножом пришлось, и потом нужно было пить антибиотики, залить. Я туда вставил носик в эту ранку, вставил носик, ну, со спиртом, как бы, баночки, хорошенько под напором туда залил спирта вовнутрь прямо, и потом начал пить антибиотики, и пил я их 10 дней. Чтобы вы понимали, на всякий пожарный. Вот. Я пил азитромицин и пил доксициклин. Вот. Часть доксициклина у меня была с собой, вот, и часть мне дал Стас. Ну и мы там встретились, и у него тоже, ну он тоже как бы продуманный чувак, короче, тоже, ну у него есть определенный опыт, и естественно он тоже с собой носит против клещей, вот, подобного рода, тоже носит антибиотики, и он как раз, они уже выходили, вот, и он мне дал те, что у него были. Таким образом я смог как-то себя обезопасить, потому что если бы их не было, понимаете, боррелиоз такая штука, что ее нельзя запускать, ни в коем случае, то есть на это надо действовать сразу, иначе потом придется эти антибиотики пить, блин, не 10 дней вообще, а 2 месяца. Вот, у моего товарища одного такая ситуация была. Дальше я хотел бы коснуться пребывания в Припяти на протяжении такого длительного периода времени. Вот, во-первых, это, конечно же, сказывается психологически. То есть в первый раз, если вы идете, так долго находиться, ну, я бы не советовал. Вот. Как и не советовал бы идти в июне или в мае первый раз, потому что вода высокая, насекомых много. И все это будет накладывать ограничения, и вам будет трудно. Вот, ну, вам будет намного сложнее. Находиться так долго, понимаете, вы постоянно находитесь, ну, как бы в разрушенной среде. То есть все течет, все плесень, вот эта вот вся история. То есть вы, человек к этому, ну, как бы мы привыкли жить в другой среде, где много красок, где лето, ходят девочки красивые, парни, понимаете, да, то есть как бы совсем другая среда. Вот. И это же даже не лес, то есть это просто мертвый город. И с одной стороны он классный, но он классный там, особенно человек, когда приходит первый раз, но он классный там, ну, дней 5. А потом он начинает утомлять, когда ты живешь постоянно в пыли, в таких условиях, спишь на матрасе там каком-то на полу или на балконе, вот, ешь однообразную пищу, постоянно надо ходить за водой, постоянный с гигиеной тоже нюансы, то есть там помыться, ну помыться же можно только в водоеме, понимаете, то есть вы не можете принять душ там, это невозможно. Вот, и если у вас какие-то начинаются натертости, болячки, и у вас нет с собой медикаментов от этого, то, ну как бы, что-то может запуститься, короче, там можно разбить ноги себе, например, ходить приходится очень много, если с непривычки, как бы, ну нет, короче, нет такого опыта ходить там каждый день много. То есть ты пришел в Припять, прошел там 40-50 километров, да, и потом тебе надо ходить еще по 20 в день. То ноги превращаются в кашу часто у человека. И он, ну, просто не выдерживает, люди и сдаются. И сейчас там народ сдается просто в колоссальных количествах. Вот, причем есть проводники, которые, ну, как бы они, наверное, считают себя сталкерами, но на мой взгляд, они ими не являются. И это просто, ну, люди, которые за деньги водят других людей. Вот. То есть они там бьют себя пяткой в грудь и рассказывают, что у них миллион походов, но это все дичь на самом деле. Это все дичь по той простой причине, что как бы они приходят с ребятами, которых ведут первый раз. Ну, то есть ребята идут первый раз, да, и они проходят по нескольким местам в Припяти, которые они там знают пару точек, где набрать воду, где покупаться. Вот, идут в центр, идут еще куда-то, заходят в пару домов. Ну и все, как бы время заканчивается. И они идут на выход. Идут там через Дугу, через Волхов. Вот. Это в лучшем случае. Вот. А скорее всего они просто идут сдаваться. И они идут сдаваться, причем, ну, это уже, понимаете, поставлено на поток. То есть они приводят группу, потом там посетили несколько мест, сдались, вернулись домой,
3 дня отдохнули, и с новой группой опять пришли, и то же самое, и вот так вот по накатанной. Это просто поток, это просто туристические гиды. К сталкерству, на мой взгляд, эти люди имеют такое же отношение, как корова к конным скачкам, например, понимаете? Ну, то есть, никакого не имеют. И я даже не знаю, честно говоря, что это за такие походы, какие-то сталкерские походы, ну, на 3 дня в Припять, по 3 злачным местам и в 2 дома с квартирами, ну, короче, ну это туристические гиды. И часто им плевать вообще на окружающих с прибором с колокольни. То есть, если, не дай бог, такая группа с вами поселится, я вас уверяю, там будет колея просто в траве, размеров, как, блин, как будто там машина проезжала, понимаете? И они вас спалят, если вы будете жить рядом, переселяйтесь сразу же, потому что они спалят вас в первые же 2 дня. Они громко разговаривают, им, понимаете, им плевать просто, приниматься сегодня или завтра. То есть, ну, хотелось бы завтра, потому что, чтобы еще денек погулять, но в целом пофиг, потому что и так идти сдаваться. Вот, и так на пару дней приехали. Ну, то есть, отношение наплевательское совершенно. И про следы вообще какие-то, вот никто не думает и близко. То есть, оставить, ну, я, например, я могу прожить в доме, вписываться там, блин, не знаю, в общей сложности, не знаю, месяц там прожить, понимаете, и у меня будет 1 след на входе, и этот след будет оставлен еще до меня, там, 3 года назад, я его специально не смываю. Все остальное либо смывается водой, либо выкладывается специальная тропа из камней или веток, по которым ты ступаешь. Ну, это я вам так уже в 2 словах небольшие секреты расскажу, как не оставлять следов. То есть просто ложишь пару камней и ступаешь по камням. Все. Если побелка остается на камнях, ты ее водой быстренько смыл. Вот. Но ни на мох, под подъездами часто мох, ни на мох ты не ступаешь, ни на доски, которые на выходе из подъезда, ни на чистый бетон, на котором видны белые следы сразу же. Вот. И таким образом у тебя, даже если полиция там проходит мимо, да, вот, они постоянно это делают. Есть персонажи, которые постоянно высматривают новые сталкерские квартиры, ходят по Припяти, реально высматривают, ставят себе, у них карта, они ставят отметки в карте, потом приходят, проверяют. Ну вот, и если, например, мой подъезд не спалит никто, да, если я, допустим, ну, этого не хочу, как бы, то никто и не спалит, по большому счету. Ну или это будет сделать, ну, значительно труднее. То подъезд, в котором размещается такая группа, он будет спален, блин, через 3 дня, понимаете? Потому что они вытопчут колею из травы, потому что у них там следов, ну, просто там сотни следов. Там не 2, ну, там сотни, понимаете? Это просто вот колея из побелки. То есть ты ее видишь за 20 метров, проходишь мимо. Тебе не надо иметь какие-то сверхспособности умственные, чтобы понять, что там живут люди. Вот. И, конечно, это все палится. И, конечно, от таких надо держаться подальше. Когда-то мы жили в этом подъезде. Здесь был один единственный след, который я как бы хранил, скажем так. Никогда не оставлял здесь других следов. Всегда ступал так, чтобы их не оставлять. Ну вот посмотрите, поселились другие люди. Посмотрите на этот, блин, коленкор вообще. Здесь колея протоптана. Вот слепой заметит, наверное, что тут, блин, в подъезде полный подъезд людей. Жесть вообще. Ну, тебе отношение к окружающим, если бы тут еще кто-то жил. Но в этом подъезде три обжитых хаты сталкерских. То есть, и ты палишь как бы таким отношением не только себя, ты палишь людей, которые здесь могли бы жить. И при этом есть нормальные сталкеры, которые водят людей тоже. Но ты никогда не узнаешь, куда он привел группу. Они постоянно делают новые квартиры. У них несколько путей отхода. Там, они по уму заходят, они не оставляют следов. Они не делают ничего лишнего. То есть, ну, ведут себя так, как надо. Вот, поэтому, когда вы ищете, с кем бы пойти, то вы обязательно обращайте внимание на эти моменты. Вот. Я не буду сейчас, ну, тут список из имен какой-то приводить, вот, из ников в Инстаграме. Я думаю, это лишнее. Вот. Но при желании, я думаю, вы сможете разобраться. В общем, событий в Припяти, конечно, было масса. И мы исследовали массу интересных мест, побывали и в лабораториях различных. Причем в некоторых из них не бывал еще никто. И это прямо удивительно, потому что, ну, сложно найти в Припяти место, где не побывал еще никто.
Или, по крайней мере, как. Ну, там наверняка побывали люди, сталкеры, но никто это место еще не показывал. И это факт. Кроме того, побывали в двухэтажных квартирах, в которых тоже еще не было ни одного блогера, и которые никто не показывал. И эти квартиры на меня лично произвели, ну, неизгладимое, наверное, впечатление. А еще как-то раз так получилось, что я запускал дрон из окна завода «Юпитер». Прямо из окна админкорпуса на последнем этаже. Просто получилось так, что прошел дождь и появилась фантастическая радуга. И пропустить этот момент, ну, было нельзя. И мне пришлось запускать в помещении дрон, вылетать через окно. Вот. А это, ну, как бы все-таки шум, знаете, звук экранируется. И, ну, блин, средь бела дня это небезопасно. Ну, не мог я пропустить такой момент. Поход на левый берег и школа. Вот. Тоже хотел бы остановиться в двух словах. Значит, там мне написали, ну, некоторые люди в комментариях, что, ну, там небольшой ремонт, вот, и так далее. Ну, братцы, блин, небольшой ремонт, это вы просто не совсем представляете себе, ну, небольшой ремонт, небольшая уборка, точнее, продолжалась на протяжении, ну, там более 5 часов она продолжалась. В очень быстром темпе. То есть в темпе в максимально быстром, не в развалочку. Если в развалочку, то, наверное, на сутки бы это растянулось. В очень быстром, потому что мы были ограничены во времени. У нас было ограниченное количество еды, нам нужно было в этот день еще дойти до границы с Беларусью, до другой деревни. И там, в той деревне, в тот же день нам нужно было найти жилье, вот, и несколько ключевых объектов найти заранее, чтобы на следующий день как бы их поснимать, успеть, вот, и выйти обратно, понимаете, да? То есть все очень четко разбито по времени, и у нас мы просто вынуждены были в сумасшедшем темпе делать там этот ремонт, уборку, в общем, музей, короче говоря. Вот, и убирать битые стекла, заделывать дыры в полу, убирать куски стен. И вот это вот все было довольно сложно, но получилось действительно очень круто. Вот, теперь хотелось бы перейти к путешествию назад. Во-первых, дуга. На дуге сейчас стоят камеры, вот, залазить только рано утром можно. Плюс у них летает дрон. Они запускают дрон. И, блин, в общем, все это нужно учитывать. По городку Чернобыль-2 полазить крайне проблематично, вот, потому что вохровцы патрулируют, ну, они реально патрулируют, и это сложно, и у них там есть собака, она слышит, блин, и, в общем, это лишний гемор. Но все же полазить по некоторым объектам вполне возможно, и мы это, естественно, сделали. Конечно же, событий всех не расскажешь. Все события вы посмотрите в моих видео, которые я исправно буду делать каждые выходные, вот, и их было очень много. За 20 дней мы пережили просто колоссальное количество эмоций, приключений, событий, восторгов и разочарований. Вот. И, конечно же, все это я покажу вам, братцы. Когда мы шли обратно, то шли мы ночью, и, кстати, за нами увязалась группа, и они нас видели, вот, очевидно, в какой-то момент. Мы в основном ходим без фонарей. То есть фонарь, ну, я вот в лесу, например, вообще везде. То есть я его включаю в последнюю очередь, когда, ну, к примеру, идешь по коридору из деревьев и света нет вообще никакого. А так в основном я пользуюсь, ну, как-то, не знаю, ноги чувствуют, глаза видят. Ну, особенно если луна хоть какая-то есть, да даже если нет луны, если там небольшой даже месяц, все равно все, ну, нормально видно. Вот. Ну, в какие-то моменты мы включали фонарь, там есть такие промежутки на дороге к дуге, когда идешь, там как бы такой туннель из деревьев, и свет с неба вообще никакой не проникает. Вот, поэтому приходилось включать, и они, очевидно, нас увидели и решили догнать. Вот, а мы шли не спеша, тем более к тому моменту у нас уже довольно устали ноги, ну, за все эти, да, вот там 18 дней, которые мы были на тот момент. Поэтому шли мы быстро, но делали привалы. Вот, потому что, ну, обычно такое расстояние мы проходим без привалов. Чтобы вы понимали, мы из деревни Красно на левом берегу Припяти дошли до города Припять за 3 часа. Не по дамбе, что важно. Вот кто ходил, тот знает, не по дамбе. Вот, и за 3 часа, ну, за 3 часа и 10 минут, вот типа того. То есть за 3 часа и 10 минут
Мы буквально от деревни до самого, то есть до самого города, не до песчаного плато. До песчаного плато еще быстрее, оно получается даже меньше, чем 3 часа. Вот. Поэтому ходим мы быстро. И ну, иногда можем идти долго и вообще без привалов, с минимумом воды. Вот. И они решили нас догнать, но они, видимо, переоценили свои силы, потому что у них не получилось. Это, короче, в какой-то момент я решил, что не надо давать такую возможность. Мы включили там максимальную скорость и просто рванули так, что чуваки обалдели вообще с нас. Вот, пришли на дугу, на дуге поспали немного, они полезли на рассвете, вот, ну, а мы не полезли, потому что, ну, как бы они очень громкие оказались, эти чуваки, вот. Они очень громкие оказались, и лезть вместе с ними, снимать, как они там исполняют на дуге. Я хотел полетать, знаете, а летать и снимать чуваков каких-то непонятных, которые кричат там от своих эмоций. Ну, я все понимаю, конечно, но мне это и да и лень, это, в общем, не очень подходило. И мы решили поспать. А потом проснулись, собаки, проснулись вохровцы, начали ездить маршрутки, и мы полезли лазить по зданиям вокруг дуги. И нашли там просто массу потрясающих мест, ребята, это было. Да, и встретили, кстати, там гида с 2 американцами или с тремя, по-моему, американцами. В общем, там был гид, и он оказался из нормальных. Я попросил его нас не сдавать, он сказал, что, ну, как бы не будет, что он относится нейтрально, ну, типа, если вы ничего не ломаете, то относится нейтрально, и мне показалось, что он, как бы, меня узнал, и поэтому... Ну, знаете, оно видно по человеку сразу, как бы по мимике лица, по глазам, поэтому он так, типа, как бы не подал виду, но было видно, что там, может, пару видосов каких-то посмотрел, и, ну, как бы говорит, окей, я нормально отношусь, если вы ничего не ломаете, то, как бы, без проблем. Вот. И наоборот, даже предупредил, где ходит этот вохровец, где он патрулирует. Он как раз патрулировал недалеко от того места, где мы были, недалеко от этого здания, коммуникационного центра. Вот. Только со стороны дуги он был, вот, ближе к дуге. Вот. И сказал, что вы там типа осторожны. Потом мы туда опять еще пришло больше туристов, мы пошли в лес, там были кони дикие и миллион малины. Мы объедались малиной просто целый день. Вот, поспали, сходили на ВНЗ круг. ВНЗ круг меня разочаровал безумно, потому что, ну, он в таком удручающем состоянии находится. Вообще, ну, блин, ребята, это... То есть приходишь туда и не понимаешь, зачем ты туда шел вообще. Ну и потом состоялся переход до речки Уж, на протяжении которого, ну, нам пришлось прятаться столько раз, я был в шоке. То есть пока мы шли по асфальту, мы, наверное, ныряли в кусты, в крапиву, наверное, раз 6, вот, за 2 километра. В прошлый раз, например, мы не ныряли ни одного раза, чтобы вы понимали разницу. Вот. И когда мы пришли на речку Уж, легли спать, поели, вот, с утра развернулась целая драма. И заключалась она в том, что, во-первых, пришли в 5 утра какие-то чуваки, а это оказались... В общем, не буду забегать вперед, в общем, пришли чуваки, и эти чуваки захотели переправляться, как оказалось потом. Но вначале они просто ходили по берегу. Все всех увидели. Короче, ребята, у нас небольшое утреннее происшествие. Смотрите, какой туман, да? Поднимается над водой. Короче, вот там вот был мужик. Лена его увидела. Лена ходит, фоткает вон со штативом с утра.
Вон его голова в шапке высовывается, видите? Такая поворачивается. И в этот же самый момент олениха с олененком переправлялась через реку Уж. То есть она убегала от волка. И вода была уже достаточно низкой для того, чтобы она могла спокойно перейти. Вот. Но волку, ну, как бы, у волка ноги ну, как бы короче, они настолько длинные. Вот. И ему это было бы проблематично. Поэтому вот она как бы переправлялась довольно быстро. Братцы, брод переходят олени. Смотрите. Олениха и олененок переходят. Вон перешли уже. И они как раз там, где те мужики. Но увидела, чуваки эти вылезли на берег, им стало интересно, а что же она бежит. Она их испугалась, вернулась обратно. Они увидели этих мужиков и не захотели переходить. Вот идут обратно олени. Увидели, что там кто-то есть. И возвращаются. И волк задрал малыша. Мама убежала, так как она более быстрая, а малыша он задрал. И она невероятно жалобно выла. И это яркий пример того, как человек, ну, по своему недомыслию и непониманию ситуации вмешивается в жизнь дикой природы, что, ну, приводит вот к таким последствиям, как бы не очень положительным. А потом они стали искать брод, и я решил с ними познакомиться. Короче, братцы, идем знакомиться. Утро доброе, парни. Что, брод ищем? А? Брод не ищем? А. Если ищите брод, короче, то вот там лучше, если что. Да. Я не лесная охрана, я просто в камуфляже. Я спал вообще. Вы просто громкие, шаришь. Вы искали там. Из-за вас, короче, волк схавал оленя. Олененка вот такого. Там олениха с олененком переправлялись, вас испугались, побежали обратно. И олененка волк схавал, мама убежала. Вот. Мы вас давно уже, ну, наблюдаем, если что. Вы громкие, вас сильно слышно, вас, ну, как бы. Показал им, где брод, мы познакомились, и я сильно прикололся, братцы. И вот почему. Типа как тактические, но... Ну, кому как удобно, в принципе. Нам больше с туристическими удобно. Смотрите, братцы. Ну, с сумкой идти, со спортивной сумкой идти, мне кажется, не лучшая идея. Наверное, просто ничего не было, да? О, еще и порванная. Ну, чувак, тебе будет тяжко. Да, снаряжения у ребят не было никакого. И, в общем, они совершенно не задумались даже о том, как они будут проникать в Припять, где они будут набирать воду. Они вообще ничего, я не знаю, как можно так идти. Вот, но думаю, для них это будет серьезный опыт, скажем так. Вот. А потом уже в Киеве я в очередной раз понял, почему мне иногда так сложно возвращаться в город после зоны отчуждения. И вот почему. Отойди. Добавить? Добавите? Давай. Нахуй ты украл телефон у дедушки, сволочь, блядь. Съебался. Ты шо, блядь? Скотина? Скотина, блядь. Дебил. Он отдал телефон, он отдал. Что-то мы в городе 1,5 часа, ну, может 2. Я что-то уже от него устал. В 2 словах, описывая ситуацию, могу сказать, что этот
тип украл телефон у дедушки, потом попытался пришел обратно, полупьяный уже, и пришел плеваться на этого дедушку, пытаться его там что-то, оплеухи какие-то, ну такое. Люди стояли, морозились, я решил включиться, хотя на тот момент я был безумно уставший. Я практически ничего не ел за день, и мне было сложно даже стоять. Вот. Но я его задул сначала с баллончика, а потом еще зарядил. Вот. Телефон забрал. Мы отдали этот телефон, как бы... Короче, там подключился еще один чувак. Вот. И этот чувак знал водителя и диспетчера, который, ну, этих маршрутчиков. Вот. И он передал телефон диспетчеру, чтобы там расклеили по маршруткам объявления, кто потерял телефон. Вот, ну вот так. То есть мы сначала прошлись по маршруткам, оказалось, что телефон нет у владельца, да, и мы решили поступить так, ну как бы максимально правильно, как можно было поступить на тот момент. Вот, и уже потом мы поспали на трассе и поехали домой. Вот, собственно, и все, братцы. В подробностях, в красках вы это увидите, начиная со следующих выходных. А пока что всем пока-пока. Хороших путешествий.